Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! Я хочу поделиться с вами, как я связала эту кофточку с реглан-кокеткой сверху. Здесь кокетка связана с узором, а остальная часть с лицевой гладью. Я и кофточку, и узор назвала лавандой. Этот узор я создала именно для кокетки, и она мне очень понравилась. Я надеюсь, вам тоже понравится. Мы начинаем кокетку 120 петель, и здесь помещается 20 раппортов узора. И в конце кокетки 340 петель. Подробный мастер-класс вязания этой кокетки не будет, друзья. Но я вам расскажу и покажу самые нужные моменты вязания этой кофточки. Вы знаете, на моем канале есть именно 3 серии, как вязать реглан кокетки. Я там и теоретически, и практически показала все этапы вязания реглан кокетки. Давайте, друзья, я вам объясню кое-какие нужные моменты при вязании узора кокетки. Вот здесь образец этого узора. Здесь 2 раппорта. И вот видите, узор постепенно расширяется к периферии и с этим образует круглую кокетку. Когда посмотрим на схему, друзья, раппорты начинаются из 6 петель. До конца раппорта постепенно здесь добавляются петли, и раппорт узора становится 17 петель. Здесь я отметила, которые добавляются петли для расширения узора красным кругляшком. Здесь я показываю, поскольку петель на каком ряду мы добавляем на каждом раппорте узора. А здесь пустые клетки указывают, что здесь нет петли. И узор вяжется вначале только на нечетных рядах. И начиная с 45 ряда, в течение 6 рядов мы провяжем узор во всех рядах. И поэтому я здесь с карандашом именно отметила, чтобы не путать. В этих рядах мы вяжем узор на каждом ряду. С 51 ряда опять мы переходим в вязание узора на нечетных рядах. А в четных рядах, друзья, узор вяжется по рисунку. Если вы вяжете по кругу, значит полотно всегда вы вяжете на лицевом стороне, и накиды вяжутся лицевыми петлями. А если вы вяжете узор разворотными рядами, тогда на изнаночном стороне, на четных рядах, накиды вяжете изнаночными петлями. Друзья, здесь почти все знаки вам знакомы. Вот видите, накиды кругляшком обозначены, изнаночные петли, лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево, с наклоном вправо. И еще здесь встречаются знаки 3 петли вместе. И вот эти знаки 3 петли вместе у нас обозначаются по-разному. Здесь вот они в таком виде отличаются. Но в сущности здесь 3 петли вяжутся вместе. Я вам покажу, как мы вяжем в этом случае 3 петли вместе и в этом случае 3 петли вместе. Они отличаются при вязании. Еще здесь, друзья, обозначено с красным кругляшком, который здесь добавляются петли. И здесь тоже я вам покажу сейчас на практике, как мы вяжем, например, вот это добавление лицевой петлю. И здесь, вот здесь.
еще здесь мы добавляем изнаночную петлю. И как мы это будем провязывать по схеме. На примере я на обратце покажу. И по схеме здесь мы должны добавить петлю. Для этого, друзья, мы поднимаем накид от нити прошлого ряда и провяжем сразу лицевую петлю. Вот таким образом мы добавили одну петлю. Еще раз покажу. Подняли от нити накид и сразу провязывали лицевую петлю. Еще здесь показана изнаночная петля. Это как мы добавляем. Для этого мы поднимаем накид от нити прошлого ряда и просто это провяжем изнаночной петлей. И вот таким образом добавим изнаночную петлю. Теперь, друзья, здесь на схеме добавление накидов. Как мы добавляем накиды, вот таким образом добавляем накиды. Теперь, друзья, я вам покажу, как мы будем провязывать 3 петли вместе в этом случае и в этом случае по отдельности. Когда в этом случае, друзья, вот на схеме встречается и здесь. А этот знак одинаково с этим. Это у нас показывает на узоре вот это место. Вот, которые 3 петли вместе в первом случае. А во втором случае треугольная форма фигуры. Вот здесь. Именно вершина уголка. И здесь тоже. Вот появляется вот вершина уголка. Поэтому они отличаются. Сейчас я вам покажу первый случай, в котором мы вяжем 3 петли вместе. При вязании мы должны обратить внимание на расположение наших петель. Если наши петли располагаются как при вязании классическим методом вязания, друзья, тогда от правой стенки петли, это по рукам, будет располагаться впереди этой спицы, будет смотреть на нас. А левая стенка петли будет располагаться сзади этой стенки. В таком случае, друзья, перепоставим наши петельки. Для этого 3 петли мы перепоставим, чтобы нам удобно было вязать и мы правильно провязали. И 3 петли просто все возьмем на спицу и провяжем вместе. А если петли лежат бабушкиным способом, тогда расположение у нас будет наоборот. Мы просто берем 3 петли и провяжем вместе. Теперь я вам покажу, как мы будем провязать вот это 3 петли вместе. Для этого тоже, друзья, посмотрим, как располагаются наши петли. Если петли располагаются классическим способом, тогда мы сперва первую петлю берем на спицу, переправляя вот таким образом. Потом вторую и третью петлю провяжем вместе с наклоном вправо. Для этого, знаете, мы заходим с левой стороны 3 петли и провяжем их вместе. И эти наши 2 петли теперь стали вместе с наклоном вправо, вот таким образом. А потом на эту петлю мы наденем первую петлю. Таким образом. Протяжку делаем. И если петли лежат бабушкиным способом, до первой петли опять берем на спицу, а эти вторую, третью петлю мы должны провязать с наклоном вправо. Для этого мы перепоставим петельки таким образом. И потом их провяжем с наклоном вправо. И наденем первую петлю.
Еще на схеме узора, вот видите, центральная петля раппорта отмечена жирными знаками. Это мы должны знать. Это нам пригодится, когда мы будем распределить петли кокетки на части кофточки. Это я вам по ходу вязания покажу и объясню. Теперь, друзья, готовую кокетку мы делим на части кофточки. 2 рукава, спинку и перед. В готовой кокетке всего 340 петель. Вот это 340 петель мы должны распределить. Для этого мы предусматриваем азиатский росток. Если азиатский росток, у нас распределение немножко по-другому. Если росток с укороченными рядами вокруг горловины, тогда у нас расчеты идут немножко по-другому. Я планирую сделать азиатский росток, поэтому у меня идет расчеты вот такие. 340 петель я считаю 100%. Из этого количества 38% будет 2 рукава, а остальное 62% будет перед и спинка. Теперь вот эти цифры мы должны превратить на петли. Для этого 2 рукава 340 умножаем на 38% и делим на 100. Получается 129,2. Закругленно мы берем 130 петель. Когда мы делим на 2 рукава, у нас получается в одном рукаве 65 петель. И на схеме отмечаем 65 петель, 65 петель. Теперь для тела кофточки, для переда и для спинки от 340 отнимаем вот эту цифру. 2 рукава, 130 петель. И получается 210 петель. Когда делим на 2 части, перед и на спинку, получается перед 105 петель, спинка 105 петель. И отмечаем на схеме. Спинка 105 петель, перед 105 петель. Вот таким образом, друзья, мы распределили петли. Друзья, когда мы распределяем петли кокетки, тогда обязательно один из узоров должен совпадать именно к центру переда. Вот, например, в этот раппорте узора есть вот центральная петля. И когда по схеме тоже посмотрите, которую я вам показала, будет именно одна петля, центральная петля этого узора. И эта центральная петля должна совпадать с центральной петлю переда. Вот, которую мы здесь определяем центральную петлю переда. Когда вот по переду мы отмечаем одну петлю. И когда отнимаем эту одну петлю от 105, здесь останется 104 петли. Эти 104 петли мы разделяем ровно на 2 части. Будет по 52 петли с обеих сторон по переду. И теперь мы посчитаем петли таким образом, чтобы именно эта центральная петля узора должен совпадать вот именно вот эту петлю. Здесь у нас начало ряда, друзья, который я красным кругляшком отметила. Вот отсюда мы посчитаем 65 петель для правого рукава, потом 52 петли, и у нас должна быть центральная петля здесь. И мы посмотрим, это должна совпадать центральную петлю переда и центральную петлю узора. Если не совпадает, тогда продвигаем и нашу петельку именно чтобы совпало. Вот у нас начало ряда, друзья. Здесь мы начинаем теперь провязать и посчитать, пока маркировки не ставим. Здесь посчитаем 65 петель для правого рукава. 1, 2, 65. Теперь мы посчитаем 52 петли.
Раз, два, 51, 52. Вот теперь, чтобы совпало нам, мы посчитаем вот до сюда. Примерно, значит, здесь добавляются эти петли, 5-6 петель туда-сюда. И вот мы дошли теперь вот до центральной петли этого узора. Вот. И здесь мы именно отмечаем маркировку, это является центральная петля переда. Вот ставим белую маркировку. И вот центральная петля переда у нас. Теперь мы начинаем уже посчитать и отделять маркировками. Посчитаем 52 петли, ставим маркировку. Пятьдесят один, 52. Ставим красную маркировку. Мы сейчас отделили петли переда. Теперь начинаются петли левого рукава. Посчитаем 65 петель. Вот мы закончили петли левого рукава. Ставим черную маркировку. Начинаются петли спинки. Посчитаем 105 петель для спинки. 105. Вот мы закончили петли спинки. Теперь здесь наденем нашу голубую маркировку, чтобы указывать нам начало нового ряда. Каждый раз, когда дойдем до этой маркировки, значит мы знаем, ряд закончили, теперь начнется новый ряд. Теперь отсюда, друзья, мы провязывание пока приостановим. Рабочий нить здесь у нас останется. И мы здесь теперь должны посчитать петли для правого рукава. 65 петель посчитаем. Крючком здесь ставим свою красную маркировку. И после этой маркировки начинаются петли переда. Знаете, белая маркировка означает центральную петлю переда. И здесь должно быть 52 петли. И вот таким образом, друзья, мы распределили наши петли. Теперь мы можем приступить к дальнейшему этапу вязания нашей реглан кокетки. Друзья, длина готовой кокетки 23 сантиметра. А для размера кофточки эта длина от начала горловины до подреза должен быть 27 сантиметров. Здесь не хватает 4 сантиметра. И это 4 сантиметра мы свяжем по регланной линии, отделяя регланные линии с 4 сторон, 2 по переду и 2 на спинке. И как классический реглан, мы здесь по ходу регланной линии добавляем накиды через ряд с обеих сторон. С таким образом мы еще добавляем расширение тела и рукава кофточки. Здесь мы образуем по одной петле регланной линии. Сейчас находимся вот здесь, на спинной части, в начале рукава. И здесь мы начинаем сразу оформлять регланные линии, набирая с обеих сторон накиды. Вот это у нас петли спинки, это от черной маркировки до голубой маркировки. И здесь мы для оформления реглан линии отделяем по одной петле. Эту петлю мы отделяем от петли спинки. Вот последнюю петлю будет регланная линия, а эту маркировку поставим перед этой петлей. Теперь после этой маркировки у нас регланная линия. Начинаем оформлять регланную линию. Берем накид, регланная линия. И опять берем накид. Теперь начнем вязать петли рукава. Вот, друзья, закончили петли правого рукава и начинаются петли переда.
Вот здесь в начале петли переда первая петля будет регланная линия. И до маркировки берем накид, регланная линия, опять берем накид. Продолжим вязание лицевыми петлями. Вот таким образом, друзья, мы в конце переда, красная маркировка. Здесь тоже перед маркировкой вот эта петля будет у нас регланная петля. Поменяем местами вот этой маркировкой. И здесь опять берем до регланной петли накид и после регланной петли накид. Мы начинаем петли рукава. И в конце петли рукава тоже здесь у нас будет черная маркировка. Здесь конец рукава и начало спинки. Здесь регланная петля будет вот эта первая петля спинки. И здесь опять до маркировки мы берем накид. И после маркировки регланная петля, потом опять берем накид. Вот таким образом, друзья, мы вяжем по кругу, оформляя регланные линии. Накиды берем через ряд. Добавим по 3 петли по регланной линии. Вы дальше вяжете сами самостоятельно. Вот, друзья, и по регланной линии закончили добавление петель. И теперь мы оформляем росток. Наш росток будет азиатский росток. Вы знаете, в азиатском ростке мы провяжем петли спинки поворотными рядами до желаемого размера. Мне нужен 5-6 сантиметров длины ростка. И при этом я здесь провяжу петли спинки от голубой маркировки до черной маркировки 12 рядов. Вяжем поворотными рядами.